Что если я скажу вам, что жизнь любого человека соткана из маленьких стежков, кусочков жизней других людей? Мы все носим в себе кусочки друг друга. Как вы отнесетесь ко мне и к этому мнению? Не торопитесь с ответом, сначала послушайте одну историю, в которую трудно поверить, если не увидеть самому. Эта история произошла, и это факт, но такого не могло произойти, и это тоже факт. Что такое реальность? Это маленькие кусочки, атомы реальности. Этих кусочков мы не видим, мы даже не можем понять, как атомы и электроны создают смелых парней и красивых девчонок, воду, горы, воздух. Одни и те же атомы делают наш мир разнообразным, где-то чарующим, где-то непознанным. Кто тот художник, который строит из атомов все эти причудливые картины? Мы знаем, что есть атомы, но трудно представить, как из них получается конкретный человек. За рулем, например, конкретной машины, которая бездушна. Но оба они созданы из одного и того же материала, из атомов. Или с человеком есть что-то еще. Есть какой-то еще материал? Что ж, если вы готовы поверить, что такой материал есть, то слушайте, я расскажу вам об этом материале. Потому что был свидетелем, как он работает. Однако веселой эта история не будет. Это случилось, когда мне было лет 15. Возраст, когда все тебе интересно, все любопытно, когда ты не проходишь мимо событий, не становишься их равнодушным зрителем, а погружаешься, пытаешься познать все до мелочей. Она жила в нашем дворе давно. Я часто ее видел, но не общался. Просто старушенция живет и живет. Иногда встретишь ее во дворе или у подъезда, поздороваешься, да и все. Ведь это город, не деревня, с каждым ручкаться ты не станешь. Просто я знал, что она живет в нашем дворе, и все. Но однажды к ней приехала внучка. Вот тогда я и узнал, как звали и старушку, как внучку. И вообще мое внимание было привлечено. И не только мое. Девочка была моей ровесницей, да к этому еще и настоящей красавицей. Надо ли говорить, что ее появление для местной молодежи стало значительным событием? Местная шпана, любители хулиганских выходок и песен под гитару, стали тусоваться ближе к ее подъезду. Те, кто до этого все время проводил дома за компом, вдруг полюбили воздушные ванны и иной раз сидели в сквере, обсуждая новые программы и компьютерные игры. Двор изменился, в нем стало больше жизни. Так как стало больше подростков, то и родители их стали во дворе появляться чаще. Кого-то из молодежи звали домой, кого-то успокаивали, ведь подростки стали появляться разные, с разными интересами. А это временами стало приводить и к конфликтам. Было даже несколько значительных потасовок. Появились какие-то спортсмены, которых я раньше вообще не видел, но вскоре выяснилось, что они из соседнего двора. Одним словом, двор преобразился. Я не могу утверждать, что все это случилось из-за того, что во дворе появилась новая жительница. Но все же надо отметить, что совпадение было налицо. При этом сама девушка не отличалась особенной склонностью к общению. Она не вела себя отстраненно, но и не сидела без дела. Она общалась с другими девчонками, иногда ее можно было позвать к какой-нибудь компании. Она подходила, общалась. Была в ней какая-то наивность и, очевидно, заметное добродушие. Даже если ее подкалывали или пытались за что-нибудь высмеять, она никогда не смущалась и смеялась вместе со всеми, если шутка была удачной. Искренне оценивала ее милой, добродушной улыбкой. Конечно, мальчишки ее обсуждали, но с таким видом, словно она не очень отличалась от других. Ну вот вроде судачат, всем косточки перемоют, а заодно и ей. Но все же было заметно, что она рождала иное отношение. Как ни храбрились, не играли в независимость и важность, мальчишки с ней общались значительно вежливее, чем с другими девчонками. Почему-то все решили, что она словно какая-то интеллигентка, и перед ней надо блистать умом и чувством юмора. А уж если ухаживать, то красиво и изысканно. Думаю, все в нее были влюблены. По крайней мере, я точно влюбился. И мне казалось, она отвечала мне взаимностью. Хотя со скромными девушками это бывает трудно понять. Однажды я решился и как бы невзначай спросил у нее, не смотрела ли она фильм, который идет в ближайшем торгово-развлекательном центре. И тут же, словно оправдываясь, я стал говорить, что фильм классный, грех был бы его пропустить. Мол, если не смотрела, то можно пойти вместе, потому что я уже собрался идти. Я не закончил. Кто-то отвлек нас. Подошли другие ребята, и тема фильма как-то повисла.
растворилась в воздухе. Растворилась, но не навсегда. Был у нас в дворе один парнишка, сын коммерсанта. Звали его Алик. Он единственный, кто не пытался ни ухаживать за ней, ни очаровывать глупыми шутками. Когда она появлялась, он молчал и только смотрел из-под лобья, не отводя взгляд. Алик по большей части общался с местными хулиганами, но когда во дворе появилась Маша, а внучку старушенцей звали именно так, то Алик все чаще стал проводить время и с другими пацанами. Он даже научился поддерживать разговор о компьютерах и о спорте. Он вообще умел органично влиться в любую компанию. Кто-то уходил, кто-то приходил, а Алик словно дежурство нес во дворе, кочуя от одной стайки молодежи к другой. И только взгляд его колких прищуренных глаз постоянно был устремлен на дверь подъезда, где жила Маша. Можно было подумать, что он влюбился, но это вряд ли. Такие, как он, не любят. Такие берут. Это стало понятно позже, когда исправлять что-либо было уже поздно. Вообще правильно будет сказать, что история эта началась, когда для нашего двора все хорошее закончилось. Думаю, можно сказать, наш двор закончился. Никто этого не говорил, все понимали, что как раньше уже не будет. Что здесь больше нет жизни, что надо искать новое место для проживания. Со стороны все оставалось как прежде, но те, кто провел здесь всю жизнь, те буквально кожей чувствовали, сколь тяжел и ядовит стал воздух, что страх и обреченность появились в каждом окне, каждой подъездной двери. Казалось, даже свет стал тише, слабее. Иной раз зайдешь во двор с улицы, там вроде солнце и дети кричат, играются, а во дворе сумрак и тишина. Только стукнет закрывающаяся оконная рама. Это мамаша чья-то следит, чтобы ребенок живым до дома из школы добрел. Беспокойство висело в воздухе. И было отчего. Целый ряд странных смертей. То электрика током убила, то коммунальщик с крыши сверзился, а его напарник, бледный, что мелом выкрашенный, стоит у тела на улице и бубнит что-то невнятное про новую веревку и качественную страховку. Но все это стало происходить уже позже, когда стало ясно, что больше нет в этом дворе ни добра, ни света, который иной раз называют божественным. А началось все с того, что однажды старушка вышла во двор, подошла к ближайшей компании молодежи и спросила, не видели ли они ее внучку. Я очень хорошо запомнил тот день и старуху эту, ее взгляд. Одновременно внимательный и рассеянный, будто сквозь собеседника смотрит. Выглядело так, словно она задумалась и говорит что-то одними губами, а мысли ее в другом месте. Но такое впечатление складывалось лишь в первый момент. Старуха хорошо понимала, и что говорит, и кому. Она подошла к компании, в которой тогда находился Алик. Правее и ближе была другая стайка молодежи, но старуха подошла именно к компании Алика. Это были хулиганистые ребята, разговаривать с которыми местные побаивались. Ребята, конечно, не кидались на каждого с кулаками, но под настроение могли и рисковато отшить собеседника. Старуха подошла к ним медленно и подслеповато уставилась на Алика. Ребята замолчали, посмотрели на женщину. Она сказала: «Вы внучку мою не видели?» «Машу?» – догадался один из парней, так как не все знали, как выглядит бабушка Маши. «Уже должна была прийти домой. Она никогда не задерживалась так сильно, она очень хорошо воспитана, она очень добрая», – пробубнила старуха. «Нет», – пожал плечами парень, – «я не видел». Он посмотрел на своих товарищей, но те молчали и вновь повернулся к старушке. «Может, она в магазин пошла?» «Ее нет со вчерашнего дня», – прервала его старуха. «Дома не ночевала». Парень осекся, и другие уже с искренним удивлением переглянулись. Тут и добавлять было нечего. Маша не ночевала дома, это странно. Все знали, что она не из тех девчонок, которые могут так запросто не прийти домой ночевать. «В полицию надо заявить», – сказал вдруг Алик. «Такие вопросы должны решать полицейские». «Полиция?» – старуха посмотрела на Алика так, словно впервые слышала это слово. «Да, идите в отделение полиции, пишите заявление». «Заявление?» «Да», – подхватил другой парень, заметив, что Алик недовольно скривил лицо и, словно опасаясь, что тот скажет что-то лишнее, перехватил инициативу. «Надо пойти в полицию и написать заявление, что Маша пропала. Полиция ее найдет». «А когда она пропала? Она ушла куда-то в магазин?» Старуха не стала отвечать. Она больше не произнесла ни единого слова. Но еще минуту стояла, молча глядя на Алика. Хотя взгляд был такой, словно она смотрит сквозь него. Будто задумалась.
Затем она развернулась и ушла. Она действительно пошла в полицию и написала заявление. Позже во дворе появился участковый. Он прошел по квартирам, провел опрос, но никто ничего внятно не мог сказать. Получалось так, что Маша как сквозь землю провалилась. Уже тогда это выглядело странно. Со слов отца одной из местных девчонок, которая работала в полиции, Маша сказала бабушке, что вынесет мусор, вышла из квартиры, и больше ее никто и нигде не видел. Ее не видели ни на улице, ни где-то еще. Вышла из квартиры и пропала. Словно в воздухе растаяла. Это было не то чтобы странно, это выглядело жутковато. Спустя месяц молодежь, поняв, что никакой другой информации нет, стала строить свои предположения и версии. Но так как информация обрывалась на подъезде, никто и нигде ее не видел, а молодежь применила все свои знакомства и круги общения, спрашивали и у мамы одного из парней, которая работала в метро дежурной, и в местном торгово-развлекательном центре спрашивали, и со всеми, у кого родители работали или имели хоть малейшее отношение к полиции, разговаривали. Получалось, что Маша дом не покидала. Если с ней что-то и произошло, то именно в подъезде. Вот тут-то стало нам всем по-настоящему жутковато. К тому моменту уже выпал снег, причем довольно обильно. Но среди молодежи уже создалась настоящая опергруппа, продолжавшая поиски. Социальные сети и опросы не давали результата. Поисковые мероприятия с привлечением поисково-спасательных отрядов и добровольцев также не привели ни к каким результатам. Весь дом, подъезд и подвал были осмотрены и не по одному разу. Но ведь очевидно получалось, что она пропала именно в подъезде, и там с ней что-то и случилось. Однажды молодежь решилась на крайние меры и, сломав замок в подвальном помещении, решила перекопать там весь земляной пол, уже будучи абсолютно уверенными, что тело Маши захоронено именно там. Вход в подвал ввел прямо из подъезда, и никак по-другому не получалось. Никакого тела найти не удалось, а вот проблемы появились. За сломанный замок от родителей влетело. Это снизило пыл молодежи, а затяжная зима и вовсе постепенно поделилась своим холодом и унынием. Пришло время смириться с очевидным. Машу не найти, и где она никому не ведома. Впрочем, зима лишь дала отсрочку основным событиям, которым суждено было произойти весной. Весна обрушилась на наш двор словно селевой поток с Кавказских гор. Температура повышалась каждый день, снег стремительно таял, блестели и журчали ручьи, с крыш домов беспрерывными потоками низвергалась вода. Она колотила по крышам козырьков над подъездами, грохотала в металлических утробах ливневых труб. Следом за весной во двор пришел запах, довольно странный и противный. Тот, кто хоть раз слышал такой запах, никогда и ни с чем его не перепутает. Поначалу не было понятно, откуда тянет какой-то сладковатой тухлятиной, будто смешанной с сырой плесенью. Думали сначала, что это помойные бачки, но их каждое дело вычищала помойная машина, а запах не пропадал. Он больше зависел от погоды. Если стояла жара и не было ветра, то он плавно расползался по всему двору. Если же был ветер, то накрывал отдельные участки двора. Случилось несколько стихийных собраний местных домохозяек во дворе на тему поиска источника гниения. Люди вспоминали, кто мог захламить свою квартиру или развести в квартире кошек, а может и еще что похуже. Начали вспоминать, кого давно не было видно, мало ли что. Может, человек умер в квартире и разлагается там, наполняя двор запахом своего гниющего тела. Но подобные собрания не давали никакого результата. Постепенно темы менялись на какие-то бытовые, начинали обсуждать в принципе состояние коммунального хозяйства и темы переезда из этого двора, когда дома начнут расселять. Кто знает, как бы дело развивалось дальше, если бы однажды во дворе не появился один из жильцов, который работал в полиции. Конечно, он и раньше появлялся, но в тот раз ему повезло явиться среди дня, причем именно в тот момент, когда не было ветра, а солнце светило и плавило асфальт с особым остервенением. Я тогда сидел во дворе и как раз размышлял о причинах запаха, который снова начал наполнять двор с такой густотой, что казалось, от него першило в горле. Заглянувший домой на обед полицейский вдруг остановился. Лицо его не изменилось. Он как был задумчив, так и встал, глядя в одну точку. Лишь спустя минуту повернул голову в одну сторону, затем в другую,
Увидел нашу компанию и без прелюдий двинулся к нам. «Здорово, молодежь!» «Здравствуйте!» «Здорово пованивает», — сказал он. «Да», — ответил один из парней, — «сегодня что-то особенно ядрено». «А что, давно пованивает?» — спросил полицейский. «Да уж с неделю». «А откуда тянет?» Парни лишь пожали плечами. «Со стороны какого подъезда?» — уточнил вопрос полицейский. Мы не могли ему ответить, так как и сами не знали. Но его явно искренний и явно не праздный интерес не ускользнул от нашего внимания, и мы сделали свои выводы, которые подтвердились в самое ближайшее время. Ее обнаружили на бетонном козырьке над подъездом. Узнать ее было невозможно, только грязная одежда и волосы не оставляли сомнений. Маша нашлась. И да, она не покидала подъезд. Вернее, она не покидала его через дверь. Во двор заехала машина типа скорой с закрашенными стеклами. Пара мрачных санитаров вытащили тело на носилках, довольно небрежно втолкнули в кузов, закрыли дверцы и уехали. Это был долгий вечер. До темна молодежь сидела во дворе. Мы видели, как пришла старушка, бабушка Маша. Где она провела весь день, мы не знали. Но сразу стали сыпаться предположения. Наверное, опознавала тело, подписывала какие-нибудь бумаги, давала, наверное, показания следователю, который, в свою очередь, теперь закроет дело об известном исчезновении. Бабка выглядела осунувшейся и казалась еще более старой, чем обычно. Лицо ее выглядело каким-то серым и будто похудевшим. Как-то не сговариваясь, в ее сторону побежали несколько ребят, за ними еще несколько, а затем и все остальные, кто был во дворе. Мы наперебой предлагали ей помощь, сходить в магазин, помочь по дому, спрашивали, что ей нужно и как мы можем быть полезны. Некоторое время она стояла молча, лишь перекидывая взгляд с одного взволнованного лица на другое. Внезапно подняла подбородок и посмотрела словно сверху вниз. Тут только в свете фонаря мы рассмотрели ее лицо во всех подробностях. И, надо сказать, от лица этого потянуло холодком. Да так потянуло, что мурашки у меня побежали от затылка до самых пяток. Не выглядело это лицо усталым или тоскливо измотанным. Нет, это было лицо хищной вороны, злой и смелой. Ее острый нос будто принюхивался к враждебному воздуху, а глаза сверкали тайным, темным огнем. «Так что?» — сказала она. «Расскажете, что случилось?» Мы не ответили. Звонкие голоса отзывчивой молодежи стихли. Мы смотрели на нее молча, непонимающе. «Не расскажете». Медленно, будто смакуя каждую букву, пророкотала старуха. «Ну так пусть вам ваши тайны вернутся старицей», — сказала она, и тут засмеялась. Сначала она смеялась сдавленно, но постепенно ее смех становился все громче, напористей. Мы стали отходить от нее, а она все смеялась и сверкала своими черными глазами. Было очевидно, что она тронулась рассудком, о чем мы все, едва удалившись на приличное расстояние, поделились друг с другом. Слухи наполняли двор, как прежде, запах тела Маши. Полиция закрыла дело. Оказалось, что дело было открыто по статье убийства. И так всегда делают, если пропадает несовершеннолетняя. Бабка в полицию устроила истерику, утверждала, что дело нельзя закрывать, что надо расследовать, что, мол, она видела внучку, и та не могла сама выпрыгнуть в окно. К тому же на скелете нет следов падения. Мол, в заключении судмедэксперта сказано, что все кости целы, а причину смерти выяснить не представляется возможным из-за сильных посмертных изменений. Ткани, мол, все гнилостные и ничего узнать нельзя. Бабка, ходили слухи, стала настаивать, что над ее внучкой надругались. Но и здесь ей было сказано, что эта экспертиза не установлена. И на это ее обвинение уже полицейские стали цитировать результаты экспертизы, которые говорили, что установить ничего нельзя из-за сильного разложения тела. Одним словом, самым странным, это и нам показалось подозрительным, осталось то, что кости у трупа целые. Как такое может быть, если она упала из окна на бетонный козырек? Хотя могла умереть от травмы внутренних органов, предложил версию Алик. И надо сказать, с ним многие согласились. Одним словом, дело стало постепенно затихать и даже забываться. Хотя полностью забыться оно не успело, так как то, что началось дальше, не только напоминало нам о Маше каждым новым событием, но и действовало столь сильно, что, думаю, не ошибусь, останется оно теперь в памяти на всю жизнь у всех. По крайней мере, у всех тех, кто смог пережить следующие несколько месяцев.
а к таким относились далеко не все участники тех далеких событий. «Ну что, надумали?» Старуха словно из воздуха материализовалась. Мы повернули головы и стояли, молча глядя в ее серое, носатое, будто морда вороны с длинным, тонким клювом лицо. Две пуговки черных, блистающих огнем глаз уставились на Алика. Не вовремя подошла старуха. На площадке разгорался конфликт. Я уж и не помню, из-за чего, какая-то ребячья чепуха. Кто-то кого-то обидел или послал слишком грубо, и вот сошлись две компании молодежи. Дело шло к драке. Уже пыхтели носы, кулаки сжались, и тут эта старуха. «Чего в горячке окрысился Алик?» «Чего слышал?» – протянула старуха, явно перекривляв первое слово, подражая злой хрипотце хулиганистого мальчишки. «Чего решил?» «Чего решил?» – не понял Алик. «Признаваться собираешься?» «В чем признаваться?» «В том, что сделал». «Иди отсюда, старуха!» – не в силах сдерживаться, рявкнул Алик. «Внучку не сберегла, так себя побереги». Старуха не ответила. Молча полезла в складки своего темного платья, достала пучок каких-то светлых перьев. Не сразу я понял, что это были волосы. Чиркнула зажигалкой, волосы искристо вспыхнули и дали густой черный дым. Лицо старухи скривилось в особенно люто злую гримасу. Верхняя губа криво приподнялась, обнажив желтоватые зубы. Нос приподнялся, а темные брови скривились над пуговицами хищных глаз. Старуха резко дунула и хрипло хохотнула. Мне показалось, что воздух качнулся и стало во дворе темнее. Я даже голову поднял, думал, тучи к дождю, но нет. Просто во дворе стало темнее. И стало надолго. С этого момента так было несколько месяцев. Незабываемых месяцев. Старуха же коротко сказала: «Папа твой заботливый. Позаботится ли он о твоей маме?» Она отвернулась и стала уходить, но Алик взвился от бешенства. Слова его маме его разозлили уже всерьез. Он кинулся за старухой, но нога предательски подвернулась, и он завалился в дворовую пыль. А старуха даже головы не повернула, и вновь послышался ее мрачный смех. Мы недолго обсуждали историю со старухой. Посудачили минут 10, да и забыли. К вечеру инцидент уже никто и не помнил. Однако уже на следующее утро мы были вынуждены вспомнить о данном событии. Тоже не сразу, но как-то увязалось быстро. День начался с того, что у одного из подъездов с утра появилась скорая помощь. Лето, каникулы, во дворе постоянно было достаточно много людей. Уже минут через 10 вокруг скорой была целая толпа. Когда женщину выносили из подъезда на носилках, она постоянно стонала. Люди шушукались и делали предположения. Но очень быстро все детали произошедшего стали доступны общественности. Это была мама Алика. Она собиралась пойти в магазин, но лифт то ли и сломался, то ли застрял. В результате женщина решила идти по лестнице. Она оступилась и покатилась вниз. Судя по ее стонам, покатилась она очень неудачно. Полная картина произошедшего была дорисована уже к вечеру. Сарафанное радио умеет собирать информацию. Врачи сделали все, что могли, но мама Алика оказалась прикованной к кровати. И хотя к вечеру никакой точной информации еще не было, но над двором словно знамение носился финальный приговор. Женщина больше никогда не будет ходить. Алика не было видно во дворе около месяца. За это время маму его успели выписать, и все тяготы по уходу легли на плечи мужа и сына. Когда Алик первый раз появился во дворе, мальчишки обступили его. Прямых вопросов никто не задавал, говорили уклончиво на разные, не связанные с его матерью темы. Но ясно было, что подбирались к главному вопросу: как он сам и как его мама. Как нам удалось выяснить, уход за женой отцу Алика давался непросто. Самому Алику он давался еще тяжелее. Отец просто переложил всю ответственность на сына. Алик не мог понять, зачем отец вообще забрал мать из больницы домой. Есть же различные специально обученные сиделки. Смотреть на неподвижную мать, менять ей судно, следить за ее телом, кормить – все это было тяжело для подростка. Отец же, взяв на себя эту ответственность, переложил ее на сына, мотивируя это тем, что ему нужно работать. Поначалу Алик пытался выполнять возложенные на него обязанности, но очень быстро стал от них уклоняться. Начались ссоры с отцом. В этом поединке победу одержал Алик. Он просто перестал выполнять возложенное на него, и самым естественным образом все это легло на плечи отца. Кто знает, чем бы это закончилось, но это не длилось долго. Отец Алика был успешным коммерсантом, хотя последний месяц у него был тяжелый.
Наехали на него некие конкуренты. В один из дней по двору пошел слух, что на отца Алика было совершено нападение, и он получил ранение. Врачи долго боролись за его жизнь. Жизнь они спасли, но мужчина оказался парализован. После этого мы не видели Алика еще месяц. Однажды, выйдя на улицу после своего заточения с обездвиженными родителями, Алик увидел бредущую к подъезду бабушку Маши. Я оказался прямым свидетелем этого события. Мне особенно запомнилось лицо Алика. Как оно переменилось. Оно потемнело, можно сказать, почернело. Алик не пошел, он сорвался с места и побежал. Преградив путь старухе, он начал что-то оживленно говорить ей в самое лицо. Лицо старухи в этот момент было абсолютно спокойно. Ее губы шевельнулись, она что-то сказала, что-то очень короткое. Глаза ее сверкнули недобрым огнем, а губы тронула тонкая и ехидная улыбка. Я не знаю, что она сказала Алику, но после этого, постояв несколько секунд неподвижно, он рухнул на колени. Это произвело странный эффект на старуху. Ехидство исчезло с ее лица, ему на смену пришла надменная брезгливость. Молча старуха обогнула стоящего перед ней на коленях подростка и пошла к своему подъезду. Это был последний день и последний момент, когда жизнь в нашем дворе еще можно было назвать спокойной. После этого, что называется, началось. Первым ярким событием, на которое в то время еще не обратили особенно внимания, было то, что одна из жительниц нашего двора собралась в отпуск, но съездить не смогла. У нее отменили рейс, а потом и вовсе выяснилось, что путевка, которую она приобрела, была недействительной. Что-то там случилось в турагентстве, и их деятельность была приостановлена. Затем у нас во дворе случился пожар. Сгорела квартира. Квартира Алика. И Алик стал сиротой. Оба его родителя погибли в огне. И вот дальше уже пошло по полной. Не успели стихнуть разговоры, как приходит новая шокирующая весть. Следователь, который вел дело Маши, выпал из окна. Дальше больше. Судмедэксперт покинул наш грешный мир при крайне странных обстоятельствах. Надо ли уточнять, что это эксперт, который вскрывал тело Маши? О его гибели писали во всех газетах. Даже пара репортажей была по телевизору. Его обнаружили в морге, а причиной смерти, как сообщали журналисты, стала сердечная недостаточность. Вроде даже в каком-то шоу, чуть ли не в битве экстрасенсов, какие-то маги пытались ответить на вопрос, что с ним случилось. Что произошло дальше, и вовсе не укладывается в общую картину представления о нашем мире. То, что мне пришлось увидеть, я никому и никогда не рассказывал. Этому свидетель не я один, но я абсолютно убежден, что, как и я, никто другой не станет делиться подобными воспоминаниями. Кому рассказать о том, что ты видел то, чего не может быть? То, от чего у тебя по сей день мурашки по спине. То, от чего можно посидеть за одну секунду. Я решил записать эту историю просто для себя. Говорят, это помогает. Может быть, когда-нибудь я снова смогу спать с выключенным светом. Она медленно шла через двор, низко опустив голову. Я узнал ее сразу. В памяти моей пролетели те дни, когда мы обшаривали подъезд, заглядывали в подвал, были уверены, что Маша не покидала стен дома. В те дни я представлял себе, что будет, если мы ее найдем. Уже тогда было ясно, что живой найти у нас шансов не было. А если бы мы нашли мертвое тело, как бы я это воспринял? Испугался бы? Как бы она выглядела? И почему человека всегда тянет к тому, что его сильнее всего пугает? Впрочем, тянет или нет, теперь уже не имеет значения, потому что я получил то, к чему меня тянуло. И Бог свидетель, это не лучшие воспоминания в моей жизни. Я не окликнул ее, просто машинально произнес имя, которое само собой всплыло у меня в мозгу. Я прошептал одними губами ее имя – Маша. Но она будто услышала меня, фигура замерла. Я скорее почувствовал, нежели увидел, как ее голова слегка дернулась, будто пытаясь повернуться, но передумав в последний момент. Ее реакция заставила меня произнести это имя еще раз, но уже с удивлением. «Маша?» В этот раз она повернула голову и кинула на меня взгляд. Я похолодел. Все тело мое онемело, а в висках задолбило пульсом так, словно опытный кузнец поселился в моей голове и решил пробить дорогу на свободу своим верным молотом. Мой рот приоткрылся, глаза расширились. Я не был в состоянии произнести ни единого слова. И я не мог шевелиться. Полное оцепенение. Ее трудно было узнать. Наверное, правильнее было бы даже сказать «невозможно». Я смотрел в лицо
Не уверен, что и лицом-то это можно назвать. Я смотрел в это нечто. В нечто, пришедшее в наш мир из другого, неведомого мира. Оно смотрело на меня пустыми, поблекшими глазами. В них не было мысли, не было ни единой искорки жизни. Это были сухие, подернутые пеленой смерти глазные яблоки, вокруг которых свернувшаяся кровь создала черные круги, которые плотно облепили форму черепа. Иссохшие глаза смотрели на меня изнутри широких глазниц. Ее черные губы, как мне показалось, едва заметно шевельнулись, как если бы она перебирала различные слова, словно пытаясь что-то вспомнить. Наверное, в этот момент на этом жутком лице, естественно, было бы увидеть эмоции задумчивости. Но серая сухая кожа не давала возможности проявиться хоть какой-то мимике. Ее светлые волосы у корней были совершенно белые, нос заострился, выпирали скулы, обтянутые ярко проступающими челюстными мышцами. Узнать Машу можно было лишь по одежде и цвету волос. В лице что-то оставалось от той девчонки, которая нравилась всему двору. Но это что-то было столь мало, столь неуловимое и ускользающее, что я даже точно не мог сказать со своей стороны, что именно в ней все еще напоминало ту замечательную девчонку. Сколько мы так простояли, глядя друг на друга, я не знаю. Даже все эти подробности я вспомнил уже значительно позже. В тот момент не уверен, что я вообще был способен о чем-то думать и что-то с чем-то сравнивать. Я знал только одно, что я смотрю в мертвое лицо, а покойница смотрит на меня. Смотрит слепыми глазами, но при этом видит, хотя и не может вспомнить. Это точно была Маша. Она медленно развернулась и ушла в свой подъезд. В голове моей была каша из мыслей, и в этой каше в какой-то момент сверкнула искра озарения, что она выглядела лучше, чем когда ее видел последний раз. А последний раз было, когда ее клали в труповозку. Тогда у нее даже кости местами проглядывали. Она здорово успела сгнить, пока лежала на подъездном козырьке. Все это плохо укладывалось у меня в голове. Сказать, что мне было страшно, это не сказать ничего. Страх – это чувство, которое обычно вызвано чем-то, что ты понимаешь, что-то, что понятно, чем для тебя опасно. Эти опасения и вызывают страх. Встретить же ходящую мертвую рождает совершенно другие чувства. Я бы их назвал паникой. Зловещие события в нашем дворе не ограничились смертью родителей Алика. В самое ближайшее время после этого умер дедушка одного из пацанов. Он просто поехал в поликлинику, по дороге оступился на ступенях автобуса, упал и разбил себе голову. Затем на маму одного из мальчишек на улице напали преступники. Она припозднилась с работы и до дома дойти не смогла. Обнаружили ее довольно быстро, злоумышленники долго над ней издевались и в конце концов лишили жизни. Муж ее спустя 2 дня выпал в окно. Молодежь в нашем дворе продолжала собираться, но это были уже не те тусовки, что раньше. Зачастую несколько ребят сидели в беседке и часами молчали. Только компания хулиганов словно растворилась в безоблачном прошлом. Именно на их долю почему-то выпало больше всего несчастий. Именно с их родителями то и дело происходили трагические события. И не только с родителями. Тот, на чью маму напали, а затем отец выпал в окно, и сам протянул недолго. По официальной версии он погиб в результате несчастного случая. Однако во дворе появился слушок, что это был довольно странный несчастный случай. Вроде как он полез что-то ремонтировать, оступился и упал на стул. Стул был деревянный, не выдержал и сломался. Одна ножка пронзила мальчишку до самого горла. Можно сказать, что он совершил самопосажение на кол. Всяко, конечно, может быть в жизни, но на фоне всего происходящего это уже не выглядело как случайность. По крайней мере, в нее никто не верил. Можно смело сказать, что ему даже никто не сочувствовал. Постоянное напряжение повисло над нашим двором. Уже никто никому не сочувствовал. Все пытались понять, кто будет следующий. И в то же самое время во дворе все чаще начала появляться Маша. Поначалу ее изредка видели отдельные жильцы, но со временем это стало происходить регулярно. Те, кто видели ее в самом начале, ее внезапного возвращения, если и рассказывали об этом, то с ужасом и заикаясь. Спустя же буквально пару недель, когда смертей наш двор уже насчитывал не меньше 10, ее начали видеть регулярно. То она шла в магазин, то просто прогуливалась по двору. Выглядела она с каждым днем все лучше.
Ее кожа больше не была пепельно-серой, губы из черных поначалу стали синюшными, а затем на них стал проступать розовый оттенок. В глазах стали появляться искорки жизни. Поначалу эти искорки были слабыми, словно удивленными. Общаться с ней все еще боялись, и она себя не навязывала. Так, будто она недавно приехала и всех стеснялась. Бывало, кинет короткий взгляд, задумается и пойдет дальше по своим делам. Всему происходящему не было ясного объяснения, но в то же время все понимали, что во дворе что-то происходит, и это что-то недоброе, небезопасное и явно рождено не нашим физическим миром. Были те, кто пытались покинуть двор, куда-то переехать, отправиться в гости, найти какой-либо повод, не находиться в эти дни в родном скверике и даже рядом. Но быстро стало понятно, что это невозможно. Кто бы куда ни собирался, планы рушились с завидной и очевидной регулярностью. Одна из семей не смогла вылететь из аэропорта, другая заказала номер в гостинице, но когда они приехали, номер почему-то уже оказался занят. Они еле добрались обратно. В какой бы транспорт они ни садились, он ломался в середине маршрута. Куда бы они ни собирались зайти, будь то закусочное или иное заведение, торговый центр, там сразу объявлялась либо эвакуация, либо отключалось электричество. Так или иначе, никому из жителей нашего двора нигде не было места. Кто бы куда ни пытался уехать, уже к вечеру возвращался назад. Некоторые возвращались столь встревоженными, что, глядя на их лица, можно было сделать вывод, что неудачи их преследовали такие, после которых сумеречная зона нашего двора выглядела уже не столь пугающей. Вывод был очевиден. Что бы ни случилось, что бы ни происходило в нашем дворе, всем нам суждено было пройти этот путь, находясь здесь. Если бы я решил кому-нибудь рассказать эту историю, то, скорее всего, получил бы вопрос: а как могла вернуться девчонка, смерть которой была официально зафиксирована в рамках уголовного дела? Все очень просто, ответил бы я. Никого из тех, кто имел отношение к ее уголовному делу, уже через месяц не было в живых. Как-то не сговариваясь, мы все поняли, что надо посматривать за Машей, что именно она в какой-то момент даст нам понимание, что все закончилось. Как это произойдет, мы не знали, но мы знали, что именно она нам даст понимание, что мы снова свободны. Было еще одно понимание, которое присутствовало в каждой голове жителей нашего двора. Мы знали, что что-то ждет Алика. И он это тоже знал. Он каждый день выходил во двор, сидел и смотрел в одну точку. Не всем нравился Алик раньше, слишком он был надменным и агрессивным. Но в эти дни к нему все относились с сочувствием. Готовы были выполнить любую его просьбу, будто это была просьба приговоренного. Впрочем, возможно, слово «будто» здесь лишнее. И все же с Аликом ничего не происходило. Казалось, он со временем стал терять связь с реальным миром. Все больше и больше он замыкался в себе. Ничего не говорил, лишь как на работу ходил во двор. Маша совершенно расцвела. Вернула себе всю ту красоту, которую у нее забрала смерть за то недолгое время, которое владело ее хрупким молодым телом. Маша, казалось, даже стала еще красивее, чем была. К ней обращались, она что-то отвечала, но к ней не вернулась память. Ну, то есть совершенно. Она никого не помнила. И даже если с кем-то знакомилась, на следующий день этого человека забывала. Молодая, цветущая девушка проживала каждый день как первый раз. Сколько так могло продолжаться, трудно сказать. Но последнее, что поняли люди, живущие в этом дворе, это то, что никаких странных смертей и потусторонних событий больше происходить не будет. Нас ждала вечность в этом дворе. Мы понимали, что вечно не выберемся из этого дворика, опоясанного кирпичными стенами наших домов. И мы вечно будем наблюдать, как в центре двора сидит теряющий связь с реальностью Алик, а вокруг прогуливается ничего не помнящая Маша. Однажды под вечер во двор вышли взрослые. Не сразу, а как бывает, когда одна мысль, идея, решение приходит всем в голову одновременно. Все равно есть небольшой промежуток. Да, время догадаться пришло, и догадались все. Но не все одновременно. Сначала из одного подъезда вышел дядя Слава. Неплохой мужичок, работяга, любящий выпить.
Он не был алкоголиком, но под мухой находился практически всегда. Грубоватый, но не злой человек. Он вышел из подъезда в грязной майке. Предзакатные лучи солнца скользнули по его мускулистым рукам. Дядя Слава отошел чуть в сторону от подъезда и закурил. Спустя минуту из другого подъезда вышел еще один мужчина, предпенсионного возраста. Он был не курящим и поэтому просто мялся с ноги на ногу, переводя взгляд с Алика на Машу и обратно. Коротко кинул взгляд на дядю Славу, снова на Машу и снова на Алика. У дальнего подъезда появились три фигуры. Эти как раз любили иной раз сильно выпивать, бывало шумели и устраивали пьянки-гулянки. Местная, так сказать, достопримечательность. Но этим вечером они вели себя тихо. Стали у подъезда, закурили, о чем-то переговаривались вполголоса. Дело шло к вечеру. В нашем, и так последнее время, не очень светлом дворе, сумерки начали сгущаться особенно быстро и плотно. Это был первый вечер, когда Алик за долгое время поднял голову и посмотрел на людей осмысленно. Он кидал взгляд от одного подъезда к другому. Мне казалось, его губы шевельнулись. Он что-то хотел сказать, но то ли не находил слов, то ли сил эти слова вытолкнуть из себя. Я смотрел на эту картину из окна. И вдруг я понял, что я тоже должен быть там. Видимо, я был не один такой. Когда я вышел во двор, из других подъездов все больше и больше выходило народу. И все они двигались в сторону беседки, там, где я недавно видел из окна одинокую фигуру Алика. Людей собралось столько, что я был абсолютно уверен, все мужское население нашего двора сегодня вышло подышать прохладным осенним воздухом. Мне было страшно за Алика, за всех этих людей, за себя. Происходило что-то злое, но мне почему-то казалось, что это то самое зло, которое, если и неправильное, то уж во всяком случае абсолютно необходимое. Я знал, что я причастен к нему, хотя я не мог даже пробиться сквозь толпу к беседке, но я был участник всего происходящего. После этого вечера я впервые выспался так, как не высыпался уже давно. Проснулся я от ярких лучей солнца, которые били в окно. Во дворе разгорался ясный осенний день. Я подошел к окну и застал, как в труповозку заталкивали носилки. Рядом стояла пара полицейских, несколько человек в штатском прогуливались вокруг беседки, рассматривая всякие мелочи у себя под ногами. В наш двор пришла смерть. Вместе с ней пришли оперативные уполномоченные, следователь, судмедэксперт и полная свободы и возможностей большая и широкая жизнь. Я буквально физически почувствовал, что снова свободен. Даже не позавтракав, я выскочил во двор, там уже были другие мальчишки, девчонки. Мы проводили взглядами отъезжающую машину с телом Алика. Полицейские делали свои дела и тоже быстро уехали. Они даже не провели опрос местных жителей. Полагаю, слушок о нашем дворе уже хорошо был знаком с сотрудником ближайшего отделения полиции. Никого не интересовало, как они поведут дело погибшего во дворе подростка. Найдут ли кого-то формально виновного, который напал на него, или просто сразу повесят дело висяком. А может, напишут, что произошел несчастный случай. Им не привыкать. В отношении Маши они так уже писали. Хотя, если быть до конца точным, те, кто писал в отношении Маши, уже осознали свои ошибки, хотя никому уже об этом не расскажут. Пока я обо всем этом думал, к нам приблизилась Маша. Она широко улыбнулась, поздоровалась и спросила, из-за чего все собрались. Кто-то ответил, что просто хороший день. Маша со своей стороны ответила, что осень ей нравится больше других времен года. Осень самая красивая пора. Пока мы с ней разговаривали, обратили внимание, что она общается с нами по именам. Она всех нас вспомнила. Хорошо знала и, как всегда, была наивно обаятельна. Она удивительно светлый человек. Потом она посмотрела на меня и спросила: «Так какой фильм сегодня идет?»